Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много для вашего удобства. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Также, чтобы увидеть побольше узорчиков, вы можете заходить в раздел Shorts. Ссылки на все узорчики вы можете увидеть в описании к видео, либо внизу по экрана под видео. А также в разделе «Сообщество» очень много узорчиков, там тоже есть ссылки на полные видео, как связать данные узоры. Отдельный привет и слова благодарности я передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши просмотры, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы много раз уже работали, даже с такой палитрой работали, и с узорчиком для шали. Конечно, узорчик не новый, но новичкам будет очень даже интересно, так что присоединяйтесь. Итак, новички, кто еще с данными ниточками не работал? Смотрите, называются они Alize Angora Gold. Итак, в моточке, получается, находится 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу, что это у меня за ниточки? Здесь получается 80% акрила, 20% здесь шерсти. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Пока не забыла, сразу же назову вам цвет. Цвет 505. На камеру передается такой, как он есть на самом деле. То есть такой как бы темно-розовый. Но придумайте, да? Вы много знаете цветов. Скажите, как правильно назвать данный цвет. И я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Под мою плотность вязания, под данную пряжу. Меня, в принципе, это устраивает. Так. Крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть. Не обязательно брать такую же, как у меня, бегать, искать и так далее. То есть вы берете свою пряжу. Она может быть демисезонная, летняя, там, зимняя и так далее. Самое главное, точно так же правильно прочитать инструкцию и правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшней шали я прикладываю. Схемка четкая, все понятно. То есть вы разберетесь обязательно. Те, кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. А те, кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, но обязательно следите за схемой. То есть мы провязали с вами элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем самостоятельно научитесь работать с вообще абсолютно любыми схемками. Итак, смотрим. Получается, перед вашим лицом, перед вашими глазами треугольная вот такая вот схемка. Да? Начинаем мы снизу, с центра, там, где написано 8 ВП, 8 воздушных петелек. И потом, получается, по бокам уходим, это у нас будут руки, так? А вверх уходим, это у нас будет спинка, получается. Там до поясницы или там кому может быть ниже надо и так далее. Поняли, да? Вот такой принцип. Итак, для начала мы делаем петельку фиксации, как мы любое вязание начинаем. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. Теперь наша с вами задача вернуться к самой первой петельке. К самой первой. Нырнули в первую петельку. Вытянули ниточку. И эту же ниточку протянули через петельку на крючке. Оп. Получилось, сформировалось вот такое вот колечко. Сейчас будем работать с этим колечком. Для начала смотрим по схемке. Все по схемке делаем. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас будут как бы петельки подъема. Теперь будьте внимательны. Делаем 2 накида. В колечко вот так вот ныряем. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Это называется столбик с 2 накидами. Он будет такой высокий. Еще раз точно так же в колечко 2 накида, еще раз нырнули и провязываем второй такой же столбик по 2 петельки. Столбик называется с 2 накидами. Дальше точно так же сюда же третий столбик с 2 накидами, четвертый столбик с 2 накидами и пятый. То есть все работаем с колечком. Шестой. Смотрите, итого получается вместе с этими петельками подъема, это имитация столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков. Поняли, да? То есть 6 столбиков и петельки подъема. Воздушная петелька. И опять
2 накида и опять сюда же в колечко провязываем точно так же. 6 столбиков с накидом, с двумя накидами получается у нас. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Если вам быстро, вы можете в настройках своих поставить скорость, какая вам будет удобна. Я буду говорить медленно, но более низким таким грубым голосом. Ну, либо на паузу нажимаете. Итак, раз, два, три, 4. Дальше у нас идет 5, 6. Есть. А теперь нам необходимо будет с вами закончить, получается, наш первый самый ряд. Мы делаем точно так же 2 накида, ныряем опять в колечко и провязываем. Получается у нас 7 столбик с двумя накидами. То есть в начале ряда у нас были петельки подъема, а здесь полноценный столбик. Все, вот такая первоначальная красота. Совсем не сложно, да? Идем дальше. Так, теперь делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. Теперь делаем 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, 3. Итого получается здесь 6 петелек. А теперь будьте внимательны. Делаем 1 накид. Так. Работаем с нашими столбиками по порядку. Смотрите, как работаем. Вот наш столбик. Захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это называется рельефный лицевой столбик с накидом. Накид, следующий столбик точно так же захватили, столбик перед крючком и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Точно так же третий столбик провязываем, тут вообще никаких изменений. Точно так же четвертый. Точно так же пятый и шестой. Так, есть. Вот наши рельефные лицевые столбики с одним накидом. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь, смотрите, перепрыгиваем вот эту нашу маленькую арочку и продолжаем по следующим столбикам идти точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Считаем. Раз. Следующий. Рельефный лицевой столбик с накидом. 2. 3. 4. 5 и 6. Вот что у нас получается. Дальше делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И там, где у нас были петельки подъема, помните, да, мы провязывали, получается, у нас было 5 воздушных петелек подъема. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот в пятую петельку провязываем просто обычный столбик с накидом. Все. Вот наш второй ряд готов. Вот так он выглядит со стороны, какой мы с вами провязывали. А если мы перевернем на другую сторону, смотрите, как получается. Оригинально, да? Вот такой вот объем начинает вырисовываться. У вас, надеюсь, так же, да? Идем дальше. Итак, для начала мы с вами делаем петельки подъема. Получается опять 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, 3, 4, 5. Поворот. Теперь смотрите, работаем вот с этой вот арочкой. Так, делаем 2 накида. И здесь будьте внимательны. Здесь мы делаем 7 столбиков с двумя накидами. Первоначально у нас было 6 начало, да? Теперь у нас будет 7. Провязываем в эту арочку 7 столбиков с двумя накидами. Считаем. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. 6. И 7. Вот очередной наш веерочек
с высокими вот такими красивыми столбиками. 7 столбиков с двумя накидами. Дальше смотрите, что мы делаем. Наша с вами задача присоединиться вот к нашему такому вот веерочку из рельефных столбиков. Здесь, получается, наша с вами задача присоединиться как бы к центру. Да? Давайте присоединимся к третьему столбику. Раз, два, три столбиком без накида. Дальше будет немножко поудобнее. Дальше будет нечетное количество столбиков и будет поудобнее. Дальше опять делаем 2 накида. Точно так же переключаемся вот в нашу большую арочку и в нее провязываем 7 столбиков с двумя накидами. Тут вообще не сложно. Раз, считаем. Сюда же 2. То есть у нас один ряд будет состоять из столбиков с двумя накидами, а следующий ряд будет состоять из столбиков с одним накидом. То есть вообще не сложно. Так, 3 уже столбика. Сюда же 4 столбика с двумя накидами. 5. 6. И 7. Вот, очередной высокий веерочек получился. Теперь, смотрите, делаем одну воздушную петельку и повторяем все то же самое, что мы провязали с правой стороны. В арочку провязываем 7 столбиков с двумя накидами. Раз. Провяжем с вами вместе. 2. Сюда же 3. 4. 5. 6. И 7. Здесь точно так же. У нас получается пока четное количество наших столбиков. Да? Давайте присоединимся столбиком без накида, так же, как и с правой стороны. Там мы присоединялись к третьему столбику. Вот от этой края. Да? Раз, два, три. Тут получается как бы к четвертому. Раз, два, три, четыре. Ну, чтобы было одинаково симметрично. Так, присоединились столбиком без накида. Теперь смотрите, опять 2 накида. И вот наша арочка в конце ряда. Мы в нее точно так же провязываем 7 столбиков с двумя накидами. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И смотрите, здесь получается у нас были 3 петельки подъема по узорчику, да? Мы заканчиваем ряд, присоединяемся. Раз, два, три. Вот к третьей петельке подъема присоединяемся точно так же столбиком с двумя накидами. 2, 2, 2. Все, на этом наш ряд закончен. Вот, смотрите, что у нас получается. Вот такая красота. Надеюсь, у вас также. Идем дальше. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три. Итого 6 воздушных петель. Теперь смотрите, делаем накид. И вот все наши столбики, да, то есть в самом начале у нас было 6 столбиков, а дальше вот здесь будет 7. И во всех последующих, получается, арочках будет по 7 столбиков. Смотрим четко на схему, да. Провязываем точно так же каждый столбик рельефным лицевым столбиком с накидом. Ну и сами себя контролируем, считаем. Должно быть 7 столбиков. Раз. Следующий. Столбики с одним накидом. 2. Они все у нас рельефные лицевые. 3. 4. 5. 6 и 7. Все четко. Повторюсь, начиная с этого ряда все столбики у нас будет по 7 штук. Понятно? Только в самом начале было 6. Дальше делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Переключаемся вот на следующие наши столбики и провязываем точно так же 7 столбиков рельефных лицевых столбики с одним накидом. Считаем. Раз. Дальше 2,
Дальше 3, 4, 5, 6 и 7. Есть. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И переключаемся на нашу левую, получается, сторону. Здесь будем провязывать точно так же, как и с правой стороны. Вначале у вас будет 7 рельефных лицевых столбиков с накидом. Дальше 5 воздушных петелек и еще 7 рельефных лицевых столбиков с накидом. То есть вы повторяете все то же самое, что мы провязали справа. Я думаю, вы самостоятельно справитесь, так? И в конце ряда я вас здесь встречу. Договорились? Несложно. Смотрим на схему. Повторяем правую сторону. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали, получается, до конца ряда. Надеюсь, у вас такая же картина получается. 7 рельефных лицевых столбиков с накидом. Так, а теперь делаем вот такую же арочку, только она у нас будет чуть поменьше. 3 воздушных петельки. Раз, два, три. И помните, мы делали 5 воздушных петель, да? В пятую, получается, петельку провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Вот так выглядит с этой стороны, там, где рельефные лицевые столбики мы провязывали. А с изнаночной стороны, смотрите, как они выглядят. Необычно, оригинально, да? Видите, такой объемчик начинает вырисовываться, появляться. Вот, рельефные столбики придают изюминку узорчику. Ну и дальше получается у вас вот повторение, то здесь ничего сложного. Опять мы будем провязывать с вами вот такой вот веерочек. Так? Для начала делаем 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. И сюда же вот в эту арочку будем провязывать точно так же 7 столбиков с двумя накидами. Поняли, да? То есть сам по себе узорчик для шали представлен двумя рядами. В одном вы провязываете веерочек, в втором вы этот веерочек из столбиков с двумя накидами провязываете рельефными лицевыми столбиками с накидом. Все, ничего сложного. И как бы подготавливаете еще к следующим веерочкам, делаете, провязываете арочки. Все, как вам? Самый, мне кажется, простой, самый элементарный и необычный узорчик, да? Итак, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здесь какая особенность? Мы с вами, получается, должны присоединиться вот к нашим столбикам. У нас здесь их 7. Мы присоединяемся к центру. Раз, два, три, 4. Так, видите? Раз, два, три, 4. Вот здесь удобно. Получается, к 4 столбику столбиком без накида. Вот, то есть вначале у нас было немножко по-другому, а сейчас вот так вот будет. И так будет до конца вашей шали. Опять 2 накида, в следующую арочку провязываем 7 столбиков с двумя накидами. Раз, сюда же 2. Повторюсь, если вам быстро, ставьте на паузу, либо в настройках уменьшайте скорость, и все вам будет удобно. 4, 5, 6 и 7. Вот очередной наш веерочек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сами себя проверили. Теперь присоединяемся. Раз, два, три к 4 столбику. Столбиком без накида. И теперь вот наша центральная арочка. В нее точно так же провязываем 7 столбиков с двумя накидами. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. Все, проверили себя. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Воздушная петелька. И провязываем левую сторону. Точно так же, как и правую. То есть сюда у вас будет опять провязываться 7 столбиков с двумя накидами. Так. Дальше вы присоединяетесь столбиком без накида. Так, вот к 4 столбику.
Опять здесь 7 будет столбиков с двумя накидами. Присоединяйтесь к четвертому столбику столбиком без накида. И в конце провязывайте 7 столбиков с двумя накидами. То есть вы повторяете точь-в-точь всю правую сторону. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. Мы провязали с вами до конца ряда, да, самостоятельно. Вот наши 7 столбиков с двумя накидами. И заканчиваем ряд. 2 накида, там где были 3 петельки подъема, в третью петельку провязываем столбик с двумя накидами. Все, ничего сложного. И дальше опять будет повторение. Опять делаем арочку, рельефные столбики. 3 воздушные петельки подъема, поворот, 3 петельки по узорчику воздушные, итого 6 воздушных петелек. И теперь все наши столбики в веерочке мы провязываем рельефным лицевым столбиком с одним накидом. Новички, как бы настоятельно рекомендую, попробуйте связать образец, да, хотя бы не всю шаль, а образец. Вы набьете руку, как провязывать рельефные столбики. Здесь это очень удобно делать. Поймете, как провязываются столбики с двумя накидами. Так, ну и провяжете, естественно, веерочки, как они будут у вас красиво смотреться. У вас обязательно все получится. Итак, вот мы довязываем наши рельефные лицевые столбики с накидом. Так, дальше у нас идет по узорчику арочка, 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять переключаемся на наш следующий веерочек. И все столбики с двумя накидами провязываем рельефным лицевым столбиком с одним накидом. И все. И вот так вот по вас получается, повторяется 2 ряда до конца вязания. Угу. Здесь провяжите рельефные столбики, 5 воздушных петелек. Рельефные столбики, 5 воздушных петелек. Рельефные 5, рельефные 5, рельефные. И тут у вас будет 3 воздушные петельки. Помните, да? У нас в конце. Все, обратно опять поворачивайтесь. И у вас опять начинают провязываться столбики с двумя накидами. Формируйте веерочки. Все. Вот так вот. Несложная шалька совсем. Схемка перед вами. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, уже понятно, что будет симпатично, оригинально, красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Смотрите, какой интересный получается 3D эффект, да? Но в связи с тем, что рельефные столбики у нас узорчик будет односторонним, видите? Но изнаночная сторона не хуже, красивая, аккуратная, ровненькая. Но, конечно, будет, так скажем, лицевая сторона более симпатична. Видите, именно рельефные столбики придают такой 3D эффект, такой изюминку дают всем узорчикам, в том числе и в шале, видите? И согласитесь, несложно, да? Совсем несложно. 2 рядочка и вот такая вот оригинальная шаль в копилочку ваших узорчиков. Узорчик, конечно, не новый. Возможно, вы уже вязали данную шаль, да, данным узорчиком. Поэтому нам рассказывайте, какой пряжей вязали, сколько моточков у вас ушло, какой размер в итоге получился. Я в описании к видео, конечно, приложу приблизительный расчет, сколько моточков может вам понадобиться. То есть кому-то, если понадобится, почитайте, для себя примените. То есть, конечно, каждый может вязать своего размера шаль. У кого-то будет больше, у кого-то меньше. У кого-то будет по итогу с обвязкой, без обвязки. У кого-то будут по периметру бахромка, у кого-то не будет. То есть это на ваше усмотрение. Не забывайте, что как вы сделаете, так и красиво будет. Можете сделать небольшого размера, получается будет бактус на шею, да, а можете сделать большую шикарную шаль, так скажем, аж прям в пол. Многие так любят. Вот такая красота. И несложно, да. И можно вязать из любых ниточек, даже из летних. Поэтому пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Нам пишите обязательно в комментариях. Не забывайте оставлять комментарии, это помогает продвижению канала. Заранее спасибо большое. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.